Всем привет, дорогие любители вселенной Сабнотика! В сегодняшнем видео вы узнаете об интересных представителях средней и мелкой фауны, которых разработчики хотели реализовать, но так и не добавили в игру. Скажу сразу, на данный момент мне известно более 50 таких творений, но дабы не затягивать видео и, собственно говоря, не тянуть жнеца за мандибулы, остановимся только на самых интересных и выдающихся из них. Предлагаю начать с карликового кальмара-краба, малютки размером с ионную батарейку, который является полярным родственником своего тропического собрата. Маленький, мирный, но может и зарядить разрядом молнии не хуже трансформаторной будки. Особенно если вы покушаетесь на его любимые ионные батарейки и прочие электрические штучки, к которым у мальца просто непреодолимая тяга. Сайдскал, либо же косоголов. Ящероподобное создание размером со взрослого крокодила. Свое название получил благодаря черепу характерной формы и размера. Планировался в водном и наземном варианте, а также двухцветовых гаммах. Вел мирный образ жизни, питаясь подножным кормом и зоопланктоном. Морской кролик. А вот на данном создании мнения наших сценаристов кардинально разошлись. Одни считают образование на голове рыбы своего рода панцирем, который защищает его владельца от хищников и шальных термоклинков. А вот лично я считаю, что это симбиотические, либо же паразитические организмы, живущие за счет своего хозяина. И кстати, данный концепт-арт имел просто ужасное исходное качество и попал в данное видео только благодаря стараниям талантливого художника Валентина Плешкова. Давайте от души поблагодарим парня и пожелаем ему всего самого наилучшего. Ссылочка на ВК в описании. Взрывострел. Особенностью данного зверя является хвост. В момент опасности из него выстреливает светящаяся нить, которая взрывается и ослепляет противника, подобно светошумовой гранате. Опасный малый, дружба с которым не просто прихоть, а залог успешного выживания. И раз уж речь зашла о взрывах, то вот вам подрывник. Это самая настоящая подводная мина, маскирующаяся под местную флору. Когда невнимательная жертва проплывает мимо, тот намертво присасывается к ней щупальцами, активирует экзотермическую реакцию в своих фолликулах и та-дам! Респаун, потеря ресурсов, депрессия. В общем, все как мы любим. Помимо подрывника в утиль ушел еще целый ряд рыб, которые должны были маскироваться под растения. Возьмем тот же ведьмин коготь. На первый взгляд ничем не примечательный коралл, но на самом же деле жестокий хищник, хватающий добычу своими мощными аналогами пальцев на голове в виде руки. И если главный герой отделается простым укусом, то мелкую рыбу ждет мучительный конец. Вот смотрю я на все концепт-арты и не перестаю удивляться фантазии художников. Познакомьтесь с глазострелом. Да, вы все правильно поняли. Эта рыба стреляет глазками. Причем в буквальном смысле. Клейкое вещество на поверхности глаза крепко цепляет жертву. После выстрела глаз втягивается обратно, а саму добычу ждут острые зубы и неминуемая гибель. Очень странное создание. А под 8 номером идет кардицепс. Гриб-паразит, который соединяется с нервной системой хозяина и захватывает его тело. На данный момент есть 4 концепта подобного мутанта. Мне лично очень нравится его кристаллическая версия. Размножается паразит с помощью самонаводящихся взрывчатых капсул со спорами. Как по мне, этот гриб будет даже поопаснее болезни Хара. Если вдруг карликового кальмара-краба вам было мало, то разрешите представить электрогами. Что-то среднее между рыбой и медузой, которая может бить током в случае опасности.
В момент атаки зверь принимает звездчатую форму, генерируя вокруг себя мощный электрический заряд, способный оглушить даже крупных хищников. Крутой малыш, как по мне. А дальше идут мои любимые монстрики под названием мозговые черви. Любопытные, добрые и ласковые. Именно так можно охарактеризовать данных существ. Обитают внутри некоторых мозговых кораллов, питаясь продуктами их жизнедеятельности. Могут потереться об игрока и даже положить ему в руки свой глаз в знак признательности. Однако потом не удивляйтесь, что после таких вот телячьих нежностей в инвентаре будет отсутствовать пара-тройка предметов. Они те еще воришки. Следом идет мечта арахнофоба по имени Светопряд. Эти создания, несмотря на мелкие размеры, могут сулить поистине огромные неприятности. Первый подвид мобилен и заточен под атаку транспорта, замедляя его ход и заматывая паутиной стекла. А второй подвид стационарен, обитает в глубине кристальных пещер, где расставляет губительные ловушки. Название существ произошло от способности их нитей отражать солнечные лучи. А вот вам очередная порция мирной фауны. Рыбка-комарик по прозвищу Хоботок. И в принципе ничего необычного. За исключением разве что уже вышеупомянутого рта телескопической формы, а также светящихся сфер, которые Хоботок выделяет из задне-боковых клапанов для отвлечения хищников в случае опасности. Скорее всего, выделяемая жидкость содержит биолюминесцентные бактерии. А вот за это создание мне прям очень обидно. Его зовут Поднимающий Червь, и он использует законы физики в свою пользу. Подплывая к жертве, он хватает ее своими щупальцами, после чего резко раздувается и стремительно всплывает вверх. Обреченное существо гибнет от острой формы кессонной болезни. Говоря проще, ее кровь просто-напросто вспенивается, блокируя кровоток и разрушая ткани. Предпоследнее существо зовется Фантомный Скат. Он использует силу реактивной тяги для перемещения своего монолитного V-образного тела в воде. Помимо твердой оболочки имеет два заостренных манипулятора, которые также применяются в защитных целях. Мирный можно использовать в качестве средства перемещения, если зацепиться. Обитает на глубине. И последним интересным созданием на сегодня будет светящийся планктон. Его можно найти в ранних версиях игры в галерее существ, так же как и песчаного червя. Обитает группами. Виден только под воздействием источника света. В зависимости от источника цвет колонии будет меняться. Например, фонарь заряжает планктон белым цветом, а сигнальная ракета – красным. По прекращению действия лучей еще некоторое время продолжает светиться. Вот и подошла к концу данная подборка. Как по мне, очень много реально годных существ и интересных связанных с ними механик вырезали. А какое из показанных существ понравилось больше всего именно вам? Напишите об этом в комментариях. Действуем по прежней схеме. Набираем на этом видео 1000 лайков, и я выпускаю новое. Также по вырезанному контенту, такое же основательное и интересное. Ведь информации еще очень и очень много. Ну а на этом у меня все. С вами был канал Играриум. До новых встреч, друзья!